Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, почти бритье. Решил начать с софочки, ну и не думаю, что надолго у нас задержится. Я ее прям, ну вот, это о том, что говорил. Я ее прямо с охоты снял. Она там птичку нашла, а я ее так тырт и уволок. Ну хотя бы, чтобы с вами поздороваться. Ну, как видите, у ребенка свои занятия. Сейчас я еще Масяньку покажу. А вот наша маленькая принцесса. Вначале у нас там выросло яблочко. Яблочко превратилось в дыньку. Ну а сейчас дынька стремительно начинает перевоплощаться в арбузик. Так что вот скоро сыночки от Дайсона, того самого, от Тайсона, Дайсон, они вот, который в Новосиб уехал к Игорю, где он сейчас там живет у себя, вот фотки посмотрите. Скоро у нас будут сыночки. Но, блин, в кошке что-то меняется. Она начинает становиться другой. И реально это чувствуют все остальные, потому что ее слово начинает становиться главнее. Ну и привычки, конечно, у дамочки меняются. Недавно она у меня на глазах стырила грусть, прикиньте. Не, ну я понимаю, что беременные женщины там известь могут есть. Ну блин, чтобы кошка грусть утащила. Ну колбасу, понятно. Ну там, я не знаю, может еще что-нибудь такое, там виноград, арбуз, дыню. Но чтобы грузди таскать, ну это прям... Ну, отдал ей кусочек, она его съела, да, морда. Так, ну ладно, моя хорошая, давай здоровайся с ребятами, скажи им всем привет, и мы тут уже своими делами будем заниматься, да? Ну все. Первый вопрос. Денис Казарников, Санкт-Петербург. У Дениса ситуация получилась, вот честно сказать, в которой, во-первых, которой я рад, а во-вторых, я не могу ему в ней помочь, потому что он столкнулся с бритвой, которая называется Brooklyn Soap Company A117. Я о таком даже не слышал никогда. И вот он такой нашел. И, как я вот говорил раньше в видео, всегда говорю и продолжаю говорить, неважно чем. Вы хотите заняться влажным бритьем, берите любой станок, пофигу какой. Дорогой, дешевый, главное, чтобы он был в исправном состоянии, начинайте им бриться. Вот и он точно так же взял этот станок, но так и не смог найти с ним общего языка, потому что он его все время разносил. По итогу закончилось достаточно хорошо, потому что, не разобравшись до конца с этой бритвой, он все-таки взял Мюлле R41, поставил туда физер, и вы, ребята, не поверите, человек кайфанул, просто реально кайфанул. То есть вот с этой вот... заморской-зверушкой он не смог найти общего языка, а физер, в смысле, а 41-я голова с физером успокоили его душу. Прикиньте, вот настолько могут быть разные люди. Ну а к вам всем вопрос, если кто не сталкивался вот с этим Brooklyn Soap Company A117, а что такое-то? Вообще, насколько это годный и негодный инструмент? Просто я про такой не слышал, что-то вот как-то вот выскочило из поля зрения. Следующий вопрос. Михаил Бойцов, простая физика. Я бы хотел сказать спасибо Михаилу Бойцову за то, что он те вещи, которые я раньше, честно сказать, даже и не задумывался о них, объяснил таким доступным языком. Оказывается, разные металлы по-разному удерживают воду. То есть коэффициент поверхностного натяжения, он тоже играет очень-очень-очень большую роль. И получается, что у нержавеющей стали, у титана они разные. Это одна из причин, как вот объясняет Михаил, почему вы, когда берете титановый станок, он у вас легче движется. Не только из-за того, что он сам по себе гораздо более легкий, чем нержавейка, но оказывается еще и вот по этой причине. Не скажи об этом Михаил, да я бы даже и думать не стал. А вот, оказывается, физика, она, брат, везде есть. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Сергея Татаринова. Он взял новую бритву, и по факту получается, когда он ее полностью заряжает и полностью закручивает, она его не устраивает, она для него мягкая. Но если он берет и немного откручивает, то получается, что он увеличивает гап, она становится чуть-чуть более агрессивна, и это ему как бы уже и получше. У него два вопроса. Вопрос номер один, это точно так же работает прогресс, и вопрос номер два, а что мне брать в будущем, более агрессивную? Отвечу сразу на второй. Да, Сергей, судя по всему, более агрессивная бритва тебя бы устроила больше. Уберу сейчас вот эту вот всю патетику, что побриться можно каждым, но и мягким, агрессивным, и среднеагрессивным. Но это не отменяет того, что каждый из нас, буквально каждый, когда в руки берет бритву,
он сразу же, вот буквально с первых движений начинает чувствовать или отторжение, или предрасположенность к бритве. То есть она заходит, не заходит, по кайфу, не по кайфу. Так вот, судя по тому, что вот, Сергей, у тебя происходит, тебе действительно нужно взять что-то поагрессивней, и тогда это тебе будет по кайфу. Ну а по поводу того, как работает прогресс и что ты делаешь с этой бритвой, нет, прогресс не так работает. Смысл тот же самый, но механика движения совершенно другая. Вот то, что ты делаешь, ты, когда полностью закручиваешь, ты благодаря нижней плите и верхней крышке, то, что там лезвие расплющивается, ты задаешь ему определенную конфигурацию, и вот этой конфигурацией ты пытаешься бриться. Она тебя не устраивает. Ты начинаешь ручку маленечко откручивать, и между нижней плитой и верхней крышкой образуется пространство, которое благодаря гибкости лезвия тут же заполняется самим же лезвием. Но это приводит к тому, что лезвие выгибается под другим углом. Ты меняешь геометрию лезвия и, как следствие, геометрию бритья. Но вместе с геометрией попутно ты, конечно же, будешь менять еще и габ. Так вот, именно таким способом есть регулируемые станки, которые вот так вот меняют агрессию. Но это то, что вот дедушка Жилет придумал. Это Жилет Slim, Жилет Fatboy и прочее, 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 прочее. А что касается прогресса, там несколько иначе. Фух, заговорился. Там лезвие зафиксировано на постоянной основе. Вот оно какое есть, такое и есть. И когда ты начинаешь регулировку производить на прогрессе и многих других бритвах, ты просто поднимая или опуская лезвие выше или ниже, ты меняешь габ. И вот из-за этого меняется агрессивность. Поэтому тебе что-то поагрессивнее, да? Вот это вот и пошло бы. Хотя, если, допустим, вот та бритва хоть чуть-чуть тебе нравится, не спеши покупать агрессивный. Ты попробуй с этой бритвой поиграться. Благодаря гапу ты можешь понять, насколько агрессивнее тебе можно заглядывать вперед. Ну, приблизительно, не точно, конечно, а приблизительно. Попробуй заняться шиммингом. Вот в то лезвие, которое у тебя сейчас есть в станке, под него поклади другое лезвие, у которого будет обрезана режущая кромка. Толщина каждого лезвия 1/10. Ты сам автоматически, не покупая никаких других станков, увеличишь агрессивность своей бритвы. Так можно делать не до бесконечности. Абсолютный максимум, который я знаю, что люди делали, это 5 лезвий. Но согласись, бритье с 5 лезвиями под шиммингом, ну это как-то уже, ну это уже не то. Ну хотя бы попробовать, хотя бы так в качестве просветительских целей. Ну а что нет-то? Это да, это можно. Следующий вопрос. А следующий вопрос у нас получается даже, наверное, все-таки сборник. Он комплексный, потому что на одну и ту же тему высказали сразу несколько людей. Первый — это Илья Попович. Он говорит: Вадим Викторович, что за фигня? Вот у меня кожа нежная. Если я использую что-нибудь не спиртовое, то мне как бы так не камильфо вообще. Ну и кожа долго отходит. А вот если беру шипр, шипром раз провел и все и забыл. Шипр все убирает, спиртовый. Да, сушит кожу, но все убирает. Почему так? Ну и вторят это... Все, пошла, да? Давай, моя хорошая. Ну и вторят Стас Аноним, Андрей Сергеевич и Александр Сафонов. Все эти 3 человека высказываются на тему того, что противоположно общепринятой доктрине. То есть вот принято считать, что вот у человека, если сухая нежная кожа, и он использует алкоголь, то для него это попандос плохо и просто опа. Потому что с кожей и так сухая, алкоголем ты еще более сушишь. Ну и сами понимаете, да? Так вот, более подробно всех ответил это Стас Аноним. Ну да, сушит, да, сухая. Но никто же вам не запрещает после употребления алкоголя в качестве автошейва взять и через какое-то время, допустим, взять и увлажняющий крем какой-то пронести. Не скажу, что для меня это было открытие, потому что год или полтора назад кто-то из ребят писал об этом. Но я тогда, возможно, как-то, моложе был, глупее. Нет, ветреность в голове, как-то не придал этому значения. А вот сейчас, вот когда вот об этом всерьез заговорили, и Стас Аноним вот это подробно так по полочкам расписал, рассказал, ребята, ну да. И вот сейчас я могу зафиксировать 2 аномалии. Первая, которую только что мы с вами обсудили, что если у человека сухая кожа, он все-таки может использовать спиртовый лосьон, но потом компенсируя это уходовыми кремами, лосьонами, мылами или еще что-то. И, кстати, это не единственный способ, потому что вот Андрей Сергеевич и Александр Сафонов описали свои способы. Они не такие, как вот у Стаса, но тем не менее они тоже действенные, для них они работают.
Поэтому, ребята, это первая аномалия. И вторая аномалия. Если у человека жесткая щетина и чувствительная кожа, вот 80-90% тех людей, с которыми я общаюсь, вот с таким диагнозом, они бреются максимально острыми бритвами, ну и максимально комфортными лезвиями. Не обязательно, что физер, а просто максимально комфортными. Вот то есть 41 плюс и выше. Но все-таки остается, пускай и небольшой, но процент, который с точно таким же диагнозом бреется, но мягкими станками. Это аномалия номер 2. Следующий вопрос. Ах, да, ну это так, это бонусом. Имя и фамилия. Как-то давным-давно написал, что вот, Викторович, вот смотри, в аптеках продаются вот эти вот настойки всякие разные, там и календулы, и ромашки, и чего-то там еще, и гаммиополиса. Ну вот, не ручаюсь за произношение. Софочка, ты опять к нам пришла? А птичку принесла? А где птичка? Где птичка? Нету птички. Птичка-сучка убежала. Убежала. Ой, ты матершинница, матершинница. Блин, обидела ребенка птичка. Убежала. Так вот, он говорит, эти самые настойки можно вполне себе использовать вместо автошеев. Я прикупил парочку, и как-нибудь мы с вами их используем. Так ли это, кто-то это уже пробовал или нет. Ребята, если есть информация, напишите в комментариях, пожалуйста, под видео. Ну и окончательный, крайний вопрос, последний. Виталий Перфект и UFC 09. Они, у нас ребята есть, которые снимаются в сериалах. Под одним из видео они обсудили, кто в каком сериале снимается, нифига не понял, вообще. Но то, что такие люди есть, они присутствуют в нашем канале, ну, конечно же, приятно. Ну, если кто-то знает, что там за сериальчики были, ну, сообщите. Ну, может быть, даже сам Виталий и UFS 09 сами сообщат. На этом, пожалуй, что и все. До следующего бритья, до следующих встреч. А вам всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Не болейте. Не болейте. Заклинаю вас, не болейте. Ну и вам нафиг. А если вдруг вот так вот просто вот, ну, выхода не будет, что надо поболеть, ребята, ну вот такой вот какой-то децл, знаете, на полшишечки, на понюшку табака, вот, ну это такой вот мизер и дальше пошел, но при этом не забудьте выработать иммунитет, чтобы его было лучше и легче вырабатывать. Не идите в аптеку, не покупайте витамины, возьмите виноград, яблоки, чай с имбирем, мед, малина, вот все, грузди. Да, а что, тоже витамин. Вот это будет гораздо лучше. Ну все, пока-пока.